В то же время, когда человек попадает в фазу истощения, но вдруг не получилось, не сложилось вот возможность, либо стрессовый фактор слишком сильный и долгий, либо там вот тревога без причины оказалась затяжная, либо уже все достигнуто. Это вот тот момент, когда, кажется, человек на пике адаптации влез на свою самую высокую вершину в мире. И у него уже эти вершины мира, которые можно покорять, уже закончились. Причина жить пропала. И вот, кажется, человек на пике адаптации, для него любая вершина мира уже теперь, ну, ниже уровня адаптации. Его порог стресса уже, он любую вершину без лишнего стресса преодолеет. И вот это момент, который может включить фазу истощения. Все достигнуто, стремиться некуда. На это часто накалываются люди, которые ставят сверхцель одну в жизни. И у них нету плана действия на будущее. А когда эта цель достигнута? Это же сверхцель, больше нее уже жить и не надо. Ну ладно, сформировали там посыл к своим генетическим механизмам элиминации естественного отбора, что да, я уже все, что надо, сделал, размножился, там, продвинул, все, можно меня элиминировать. И возникает потом депрессия успеха, там запойный алкоголизм, какие-то такие моменты поведения, рискованного поведения, когда человек, как адреналиновый маньяк, ищет все больше и больше способов, как причинить себе больно и уйти в мир иной с таким шиком, что вот, да, я прожил, круто. И вот этот баланс словить точку невозврата, когда попадаешь в фазу истощения, позволяет моменты, когда вы можете замедлиться и дать возможность для м, осознания механизмов вот, развития своего пути, себя после поискового поведения. Для ежедневного использования это послеобеденный отдых 15-20 минут, которые вы можете поделать ничего после отдыха, после обеда, после каких-то вот первой половины дня. Оно позволяет вам мало того, что добавить вместо одного дня два продуктивности в вашу жизнь, оно еще и позволяет словить ту точку невозврата, после которой идет фаза истощения. И, если нужно, восстановиться больше. Могу рассказать, как я справлялся с вот ситуацией такой неопределенности, когда у нас начали закрываться границы. У меня несколько семинаров за границей просто отменилось за счет того, что границы закрыли. И какое-то время люди из-за неопределенности стали ограничивать свои контакты. Тоже этот момент тревожа, накопление информации. Э, Но поскольку информация, она противоречивая, непонятно, что с ней делать, чтобы перейти в фазу резистентности, я стал ходить больше на скалодром, давать себе нагрузку такую, которая вот, близка к максимальной. 2 или 3 раза в неделю. Улазывался настолько, что там к себе
на работу приходил лагодный, спокойный такой, без всякой тревожности, потому что чего тревожиться, если причина есть, перелазил столько на этих более-менее для себя сложных трассах и много, так что аж под конец пальцы разжимались, не держали на стенке. Включилась фаза резистентности, начали приходить различные какие-то версии того, куда можно двигаться. И первый момент, то там все умрут, все будет плохо, хотя с точки зрения, скажем, финансов прикрыто. У меня хорошая подушка безопасности, можно было бы и не работать несколько месяцев вообще и жить так хорошо. Там моменты того, что куда-то шевелиться, дергаться, когда высокая степень неопределенности, но она не самый лучший вариант. Сиесту поделаешь, и в какой-то момент времени пришло осознание того, что дальше в таком режиме смысла работать нет, нужно менять стратегию поведения. Я выделил себе 3 дня, съездил в санаторий, повалялся там без чтения каких-то новостей, отвечания на мессенджеры, посмотрел планы свои на жизнь, какие были и что получилось. Походил, поплавал один в бассейне, там в том санатории, в котором раньше в бассейн в любое время, хоть утром, хоть вечером, хоть днем приди, там народу столько, что только и смотри по сторонам, чтобы тебя на дно не потянули. Вот. И этот момент привел к тому, что нашлись решения, которых раньше просто из-за слишком возбужденной нервной системы невозможно было так увидеть. И оказалось, что сейчас время намного лучше, чем было до кризиса. Время намного лучше, чем было до кризиса. Эти решения, то, что я себе планировал, скажем, сделать 60% работы дистанционно, оно вот сейчас случилось. Работы стало много и той, и другой. Я уже подорожал как специалист. И это рациональное поведение. Для меня сейчас ситуация кризиса стала подпороговой. Я могу принимать рациональные решения, могу делать результат жизнедеятельности вот, здоровый, спокойный. Хотя до момента большого количества дней восстановления реально чувствовалось, что что-то здесь настолько сложное, что можно попасть в фазу истощения. И вот когда вы во время сиесты понимаете, что дальше жить так дальше нельзя, по-старому не получается, а потому по-новому непонятно как, это критерий того, что нужно сделать большую точку для восстановления. Как минимум там 3 дня поставить себе цель на эти 3 дня и делать ничего. Так, отпишитесь мне, пожалуйста, насколько это срезонировало с вашим внутренним состоянием, ощущениями, потому что во время кризисов мочиться против ветра смысла не имеет. Имеет смысл уловить, в какую сторону дует ветер, и искать возможности как-то лавировать в этом ветреном потоке в правильную тихую зависть. Поставьте мне плюсики, если вы готовы сделать еще какую-то одну технику по уменьшению общей тревожности.
Вот момент тревожности можно определить по осанке. Когда человек чрезмерно тревожный, то возникает генерализованное возбуждение всей нервной системы. И генерализованное возбуждение, вот Елизавета пишет, я люблю кризисы, потом приходят новые проекты. Но если правильно проводить свое состояние кризисное, а, чувствовать, что нужно сделать в каждый момент, это план поведения, чем хорош, что стресс не специфическая реакция, и план он очень четкий. Просто в этой графы плана там тревога случилась, уменьшить уровень тревоги, найти способ включить фазу резистентности. Фаза резистентности дать время для поиска причин, которые нужно решать, задач, и потом уйти в фазу восстановления, поделать ничего, чтобы в этот момент сформировалось решение задач. Решение задачи сформировано, проверить его на адекватность. Если она оказалась адекватной, то причина для стресса пропала. Стресс стал ниже порога вашей адаптации. Все. Если все равно эта стрессовая ситуация остается важной и сверхпороговой, дальше повторить те же самые те элементы. Если во время сиесты видно, что скоро свалитесь в фазу истощения, уйти оттуда, уйти на цикл перезагрузки, дать себе большое время для восстановления, четко прописать себе задачи, чего хочется получить, и дать возможность внутренним механизмам, своим внутренним автоматизмом взрослого человека сработать. Ольга пишет, я во Франции в начале стресса рвалась на баррикады работать с больными, а после просто наслаждалась хорошей погодой. Вот. Просто наслаждаться хорошей погодой. Я как доктор беру дежурство уже, несмотря на этот коронавирус, хожу, работаю просто за счет того, что, работа. Генерализованное возбуждение. Чем это генерализованное возбуждение проявляется в теле? Увеличивает тонус мышц везде. Но почему-то по передней поверхности тела мышцы реагируют сильнее. Это не просто так происходит, вот тонус мышц растет больше в тех местах, куда сигнал нервный доходит быстрее. Есть свойство такое нервно-мышечной передачи, называется хроноксия. Хроноксия – это то время, за которое нервный импульс с нерва вызывает сокращение мышцы. И вот хроноксия для мышц по передней поверхности тела, мышц сгибателей, она меньше почти в 2 раза, чем время для передачи возбуждения на мышцы по задней поверхности. Из-за этого, когда возникает внезапно генерализованное возбуждение в мозгу, и оно проявляется повышением тонуса во всех мышцах, то первыми реагируют мышцы-сгибатели, и человека скрючивает. Это свойство нервно-мышечной передачи. Это даже не какая-то там рефлекторная реакция, это просто свойство нервно-мышечной передачи для передней группы мышц в теле человека. То, что тонус там нарастает намного быстрее, чем во всех остальных мышцах. И человека гнет к земле. Это вот сутулость, напряжение мышц живота, давление на мочевой пузырь, хочется по-маленькому в туалет сбегать, потому что резко объем мочевого пузыря уменьшился за счет увеличения внутрибрюшного давления.
И поскольку в этом состоянии что-то сделать крайне затруднительно, нужно выпрямиться, чтобы куда-то пойти, даже в тот же самый туалет сходить. Вот в таком скрюченном положении сложно дойти. Компенсаторно увеличивается тонус по задней поверхности тела. Нужно выпрямиться, встать. Это уже потом включается выпрямительный рефлекс. И получается вот такой вот человек, как шахматная фигура, конь. Живот торчит, сутулость, плечики в уши вошли, и голова поднята, чтобы посмотреть вокруг. Если силенок много, то человек вот в этом состоянии выпрямляется, становится вот такой вот шкафообразный и себя кантует по жизни, переваливает к тому месту, где нужно что-то сделать. И в таком повышенном тонусе принимать рациональные решения крайне сложно, потому что ресурсы мозга уходят на поддержание повышенного мышечного тонуса во всем теле. Те калории, которые могли уйти на рациональное мышление, уходят на то, чтобы поддерживать этот гипертонус в мышцах тела. И первый момент, который позволяет это напряжение убрать, это подавить доминанту. Подавить доминанту, во-первых, сгибание. Как только вы подавляете это общее генерализованное возбуждение, которое гнет вас вперед, тогда отпадает надобность в том, чтобы компенсаторно перенапрягать мышцы по задней поверхности тела. Смысл понятен, что мы будем делать сейчас? То есть цель понятна? Плюсики поставьте, если готовы. Будем пытаться находить возможность снять повышенное напряжение в мышцах по передней поверхности тела. Для того, чтобы вот причину этого возбуждения подавить. Есть такой закон доминанты. Наш русский нейрофизиолог Ухтомский его сформулировал. Ага, вот вижу, Галина готова. Кто еще готов? Плюсики поставьте. О, Маша. Да, готова. Привет. И чтобы подавить доминанту, ее нужно пресытить. Дать дополнительно еще больше импульсов в те нервные клетки, которые эту доминанту создают, чтобы они перевозбудились и ушли в фазу рефрактерного периода, когда они возбуждаться и пересылать сигнал дальше не могут. Просто настолько долго и сильно повозбуждались, что дальше уже восстанавливаются и не могут этот тонус увеличивать. Что мы делаем? Простенько. Берете, усаживаетесь и чувствуете, как напряжение по передней поверхности тела может вас гнуть вперед. Если есть, то есть. Если нет, все равно тоже приятно это такая. И потихонечку с каждым выдохом себя опускаете, опускаете, опускаете. Не за счет того, что вы сокращаете мышцы тела, а за счет того, что просто позволили телу упасть. Тут усаживайтесь так, чтобы можно было упереться, лечь на коленки, если вдруг совсем уж там вас перевесит, чтобы не было травм, не падали. И в этом положении побудьте достаточно долгое время. Почувствуйте, как вот с каждым выдохом все ближе, ближе к полу гнет. И в каком-то месте вы остановитесь, потому что дальше угнуться невозможно. Скелетик ограничивает уже вот возможность. И в этом положении, сколько бы импульсов не пришло к
мышцам по передней поверхности тела, они не смогут вас зажимать сильно. Почему не смогут? Потому что точки крепления этих мышц и так максимально сближены друг с другом. И эти импульсы приходят, зажимают, зажимают, зажимают мышцы, и в какой-то момент времени дальше зажимать уже некуда. И вот в течение 30-40 секунд вы побудете в этом положении, и уже понятно, что оно какое-то неудобное. И с каждым вдохом можно аккуратненько позволить более удобное положение себе найти. Вот побыли в этом положении, и в каком-то момент чуть-чуть на вдохе поняли, что вот можно приподняться больше, это будет более комфортно, чем так висеть. И с каждым вдохом у вас будет возможность чуть-чуть разогнуться, но в то же время оставить мышцы по передней поверхности тела не напряженными, отпустить их. Отпустить за счет того, что уже доминанта отработала, она не может какое-то время вас гнуть больше к полу сейчас. Просто вы максимально присытили этот шаблон. И чем больше вы выпрямляетесь, с каждым вдохом, на выдохе фиксируете это положение без лишнего напряжения, тем меньше нужно вам усилий прилагать со стороны спины, чтобы распрямиться. В какой-то момент времени вы усядетесь относительно ровно и поймете, что тонус по передней и по задней поверхности тела сбалансирован с меньшим напряжением. Меньше нужно усилий на то, чтобы сбалансировать переднюю и заднюю поверхность тела между собой. И вот в этом состоянии рациональное решение принимать легче, проще. Потому что генерализованное возбуждение уже уходит. Вы подавляете доминанту. Маша пишет. Очень-очень классно. Так. Вот. Поработали с хроноксией. То есть свойства мышц, даже не какой-то рефлекс. Есть масса механизмов в теле, которые работают сами по себе по умолчанию. Без лишней энергии, без лишнего напряга, без каких-то включений сверхсложных механизмов. Просто по умолчанию они вот так вот работают легко, непринужденно. Если вы знаете этот механизм, то вы можете использовать себе во благо. Если не знаете, то он по умолчанию будет вас гнобить, и вы даже не будете понимать, откуда это. Искать какие-то там психологические причины, чего это вас так в позу коня так жизнь ставит. Искать какие-то вот еще моменты, а просто генерализованное возбуждение, оно само по себе вот, через хроноксию гнет человека в позу коня. Ну, вот есть и есть. Знаете это, но не дергайтесь, просто позволите этому событию произойти, а как только доминанту подавили, то можете принимать взвешенное решение. Чем характеризуется современный цивилизованный мир, что скорость принятия решений не настолько большая. Если раньше, когда человек жил в условиях большего воздействия давления естественного отбора, то ему часто приходилось принимать массу решений мгновенно. Жизненно важные решения мгновенно на тех автоматизмах, которые есть. И это не позволяло рефлексировать. То сейчас мир стал достаточно упорядоченным, и в большинстве, подавляющем большинстве ситуаций есть время на то, чтобы подумать.
Редко какие ситуации случаются, чтобы их нужно было решать быстро. Ну, скажем, там, вождение в сложной обстановке, там да. Но если человек имеет возможность в любой момент съехать на обочину и обдумать ситуацию, потом поехать в другом режиме, ну, это уже вот вовремя сделать, дать себе время на размышление. Очень часто современная цивилизация позволяет человеку, поэтому пользуйтесь этими достижениями. Так, вот Маша пишет, где еще можно этот способ использовать? Ну, это универсальный механизм подавления доминанты. Перевозбудить ее. Дать как можно больше информации. Фаза стресса, тревоги, резистентность, восстановление. И все эти фазы работают тогда, когда человек ведет себя проактивно. Есть такой бихевиоральный подход в психологии, знаете, нет? Это стимул-реакция подход. То есть человек рассматривается как черный ящик, в который даешь определенный стимул, и он выдает на него реакцию. И путем обуславливания стимулов можно спровоцировать правильное поведение, чтобы вот реакция от человека происходила одна и та же. Если бихевиоральный подход еще худо-бедно для животных работает, и то не во всех, то для человека он работает только на больших группах людей. То есть его можно с успехом использовать в там, политических каких-то моментах, в маркетинге, но для работы с конкретным человеком он плохо подходит. Почему плохо подходит? Потому что человек это не реактивная система, это проактивная система. Человек проактивная система. Что значит проактивная система? У человека есть собственный набор мировоззрений, собственный набор целей, собственный набор каких-то ограничений. И если стимул в эту систему вкладывается органично, тогда результат вы получите. Если стимул противоречит внутреннему состоянию системы, то система будет видоизменять реакцию на этот стимул. И вот когда вы поймете, что ваши внутренние интенции, ваша внутренняя сосредоточенность, ваше внутреннее миропонимание, это то, через что вы адаптируетесь к миру, не просто меня заставили это сделать, или там обстоятельства выше моих сил. А то, что вот, да, обстоятельства сложные, но у меня есть выбор, что делать в этом. Я могу приспособиться каким-то своим способом, позволить себе адаптироваться в своем ключе. И вот этот момент проактивной системы проявляется через ответственность. Вот, ответственность за свое состояние. Если у вас есть стопроцентная ответственность за то, что с вами происходит, то есть вы ответственны за свои реакции с тем, что с вами происходит, тогда вы можете воспользоваться этой внутренней системой, своей системой, которая и вот, реагирует как единое целое на стресс. В том режиме, который максимально подходит. Это тот режим, к которому ваш организм генетически приспособлен. Помните, что вы проактивная система.
То, что вы решаете, какие действия делать. Вне зависимости от обстоятельств непреодолимой силы, в любом случае у вас есть выбор, что чувствовать, каким образом предъявлять себя в окружении. Вот. Ответственность за свои действия. И те техники, которые я сегодня рассказал, та теория, она максимально подходит тем людям, которые приняли ответственность за свое поведение и могут планировать действия в кризисы, в стрессовых ситуациях так, чтобы с каждым новым кризисом получать плюсы. Плюсы к своей жизни, плюсы к здоровью. Не гнобить себя, а развивать. Мгм. Наталья пишет. Бихевиоральный подход отлично подходит для работы с конкретным человеком. Ага, потому что стимулы подбираются индивидуально. Не совсем подходит. Тогда, когда человеку позволяют быть проактивной системой, тогда это уже не совсем бихевиоральный подход. Там не просто стимул-реакция, но еще учитывается внутреннее состояние. Это надстройка над бихевиоральным подходом. Это уже докручивание к тому, что Скиннер в свое время сделал. Мгм. А так, не, стимул-реакция не работает. В какой-то ограниченной среде работает. В общем, нет. Хуже, чем и другие подходы. Но отлично работает вот в маркетинге, в политике, там, где масса людей, и можно отсортировать вот, одним людям давать одни стимулы, другим другие, и получать одинаковый результат. Так, есть техники вот, НЛП, которые похожи на ваш подход. В чем отличие? Отличие в техниках НЛП, что НЛП сделано как модель успешного коммуницирования каких-то людей. Да. Исследователи НЛП разбирали стратегии поведения успешных людей, стратегии коммуникации, и из этих стратегий нахватывали фишки. И фишки, они отлично работают только в рамках применимости. И чтобы понять рамки применимости фишек, там, где эту фишку использовать, а где она во вред пойдет, толку не даст. Для этого нужна теория. Вот я вам выдал теорию, которая позволяет любые фишки, которые касаются управления стрессом, применять осознанно и получать результат. А так, там современный НЛП – это просто набор фишек, которые в некоторых случаях работают, в некоторых нет. Чем больше практики у человека, со временем у него складывается какое-то э, смутное понимание, что вот в этой ситуации эти фишки должны сработать, а в этой ситуации вот эти фишки должны сработать. Но если нет четкой теории, то всегда есть зазор на то, что вот что-то пошло не так, не сработало, и непонятно, что делать. Можно там перебрать еще там сотни-две фишек, и все равно результата не получить. Просто за счет того, что внятной теории нету, как их применять. Если теория внятная, с четкими границами применимости есть, как вот теория стресса Гасса Силье, которая имеет очень широкие рамки применимости за счет ее универсальности, то вот этот момент позволяет все фишки, которые у вас есть, применять осознанно в ту сторону, которая вас удовлетворяет как человек. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Так, Наталья пишет. В современном бихевиоральном подходе, конечно, судить о бихевиоральном подходе только по историческим работам все равно, что не учитывать в других подходах их современное состояние. Ну, отлично.
Я рад за современный бихевиоральный подход. Он работает, он используется, и я вижу результаты хорошие. Но именно в личном каком-то консультировании, ну, извините, не видел. Может быть, у меня выборка таких людей не та. А с точки зрения маркетинга, с точки зрения политики, то это вот такая вещь очень, очень толковая. Работает. На больших количествах людей работает. Хорошо. Спасибо и до встречи во вторник. До вторника. Пока.